1739 году, после подписания Белградского мира, сербские территории снова перешли под власть турков. Однако в Османской империи в это время был полнейший беспорядок. Там царили междоусобная борьба и казнократство. Наместники султана распоряжались армией и подчиненным им населением, как им хотелось. Янычары, то есть пехотинцы османской армии, стремились стать землевладельцами-феодалами. Они отличались особой жестокостью по отношению к подчиненному крестьянскому населению, к числу которых как раз принадлежали сербы. Кстати, среди янычар тоже нередко встречались сербы, принявшие мусульманство. В общем, положение сербов в Османской империи значительно ухудшилось. Это привело к восстанию 15 февраля 1804 года, которое возглавил Караджорджа, то есть в переводе «Черный Георгий». В русских источниках его обычно называют Карагеоргий, но мы будем использовать оригинальное имя. Итак, восстание длилось почти 10 лет, и в нем обычно выделяют несколько этапов. В течение первого этапа, это зима-весна 1804 года, сербы воевали не с султаном, а с его изменниками и пользовались поддержкой султана. Сербы требовали изгнания янычар и возвращения своих прежних привилегий. Однако на первом этапе эти цели не были достигнуты, и восстание развивалось дальше. На втором этапе, это 1804-1807 год, сербы боролись уже против султана. Восстание переросло во всенародную вооруженную борьбу. Сербы уже борются за широкую политическую автономию. Они хотят сами собирать дань и отправлять ее султану, а также охранять границу. Также сербы требуют права избрания своих старейшин и князей, а турецких чиновников они просят покинуть территорию. На втором этапе восстания сербами была сформирована и своя администрация, суды и органы высшей власти, которые подчинялись региональным руководителям, воеводам. А верховным предводителем был Караджорджа. Также появился правительствующий совет народа сербского, который функционировал на протяжении всего восстания. В 1806 году сербы и турки уже было почти пришли к соглашению, но в конце года в войну с Турцией вступает Россия. Сербы отказываются от переговоров с турками и вступают в союзничество с Российской империей. Совместными усилиями союзники отвоевывают у турков некоторые сербские территории, и в 1807 году Российская империя заключает перемирие с Турцией на 2 года. В течение этого времени сербы находятся под защитой и покровительством России. Они занимаются укреплением государственных институтов, реформированием армии и государственных финансов, а также развитием образования. А Караджорджа за это время получает право наследственного предводительства. В 1809 году возобновляется русско-турецкая война и начинается следующий этап восстания в союзничестве с Россией. Однако силы сербов были уже истощены. К тому же все чаще среди вождей повстанцев возникают разногласия. Все больше усиливается группа противников Караджорджи. Представитель русского командования постоянно вмешивается во внутрисербские дела, и поэтому Караджорджа подумывает о том, чтобы обратиться за помощью к Австрии или Наполеону. В 1812 году, после начала войны с Наполеоном, Россия заключает с Турцией Бухарестский мирный договор. Одна из статей договора должна была гарантировать сербам амнистию, а взамен на это они должны были сдать оружие и открыть города туркам. Также договор предусматривал сербскую автономию, об условиях которой сербы и турки должны были договориться сами. Сербы такие условия Бухарестского договора не принимают и продолжают отчаянные попытки борьбы. В середине 1813 года линия обороны сербов была прорвана в нескольких местах. В результате вожди восстания вынуждены были бежать из страны. По завершении первого восстания сербы вернулись к тому, от чего ушли. Была восстановлена турецкая администрация, имущество возвращено туркам, подати возросли,
а насилие продолжалось. 23 апреля 1815 года начинается новое восстание под предводительством Милоша Обреновича, участника первого восстания. В августе с турками было заключено устное соглашение, которое удовлетворяло часть сербских требований. На протяжении 15 лет Милош Обренович вел переговоры с Портой, то есть турецким правительством. Таким образом, он добивался расширения своих полномочий и влияния. В 1830 году султан издал указ, по которому Сербия получала международно признанную автономию, а Милош получал право передачи княжеского титула по наследству. Таким образом, два крестьянина, вожди сербских восстаний, Караджорджа и Милош Обренович, стали родоначальниками двух крестьянских династий на сербском престоле. Милош Обренович установил режим неограниченной личной власти. Он был безжалостен к непокорным и жестоко расправлялся со всеми противниками. Им были убиты некоторые авторитетные лидеры восстания, а также сам Караджорджа, только что вернувшийся в Сербию. Народу под его правлением тоже жилось несладко из-за податей и трудовых повинностей, которые провоцировали народные выступления. Милош использовал свою власть и для личного обогащения. Например, им была установлена монополия на торговлю. Одновременно Милош вытеснял турок из центров сербских территорий. Милош Обренович вел очень хитрую и двоякую политику. С одной стороны, он укреплял свою власть на сербских территориях и в то же время всячески показывал султану, что он его верный помощник и слуга. В результате такой хитрой политики Сербия получила желаемую автономию, свободу вероисповедания, право на собственную администрацию, собственную армию и учреждения, больницы, типографии, почту, независимый суд. А туркам запрещалось вмешиваться во внутрисербские дела. Но окружение Милоша было недовольно его деспотическим режимом правления и всевластием. Поэтому князь был вынужден пойти на уступки. В 1835 году была принята Конституция, которая ограничивала власть князя. Но из-за негативной реакции России, Австрии и Турции Конституция в действие не вступила. Взамен ей в 1838 году султаном была подарена другая конституция. Согласно ей, князь должен был назначать Государственный совет из 17 советников. И в 1839 году эти же советники заставили Милоша отречься от престола и покинуть страну. Его сын Милан был слабого здоровья и умер спустя месяц после вступления на престол. Через несколько месяцев в Сербию прибыл второй, несовершеннолетний сын Милоша Михаил. Уставобранители, то есть защитники Конституции и противники Обреновичей, сформировали регенство и стали полновластными правителями в стране. Но в 1842 году Михаил тоже был вынужден покинуть Сербию. Уставобранители пригласили на сербский престол младшего сына Караджорджа Александра, который правил 15 лет под их влиянием. Уставобранители продолжили формирование государственных институтов и чиновничьего аппарата. Главной заслугой их правления было принятие гражданского законника. Молодому государству нужны были чиновники, юристы, учителя, врачи, офицеры, землеустроители, священники, инженеры. Поэтому сотни молодых людей в 40-е и 50-е годы 19 века были отправлены на государственный счет для обучения за границу – во Францию, Австрию, Германию и позже в Россию. Там они получали не только новые знания, но также приобщались к новым либеральным и революционным идеям. Они составили ядро будущей сербской интеллигенции, а также создали первые политические партии. Поначалу все они выступали за радикальные преобразования в стране, но каждый из них понимал пути этих преобразований по-своему. Поэтому впоследствии они стали непримиримыми врагами. Общим у всех было лишь стремление к объединению сербских земель и достижению полной государственной независимости. Эта главная задача Сербии в 1844 году была оформлена в официальную государственную программу под названием «Начертание».
Составлена она была с помощью польской эмиграции, приехавшей в Сербию из Франции. До 1918 года это была основа внешнеполитической концепции Сербии. Документ этот был секретным и содержал план создания сильного и обширного государства Великая Сербия. По мнению одного из создателей документа, а затем и министра иностранных дел Илии Гарашинина, к сербскому княжеству нужно было присоединить Боснию и Герцеговину и добиться выхода к морю. Также велись переговоры с Черногорией о возможности ее присоединения. Планировалось поднять общебалканское антитурецкое восстание и получить поддержку великих держав. Вот так обстояли дела в Сербии в первой половине XIX века. А что в это время происходило с сербами, жившими в Габсбургской монархии? Давайте скажем несколько слов и о них. В последнее десятилетие XVIII века усиливается венгерская аристократия. Венгерское королевство возвращает себе власть над всеми территориями, которые входят в его состав, кроме военной границы. Таким образом, сербы теперь подчиняются венграм. Центром культурной жизни сербов становится Буда и Пешт. Здесь печатаются книги, а также открывается общество Матица Сербская, которое позднее было перенесено в Нови Сад. Сербы Венгерского королевства активно принимали участие в жизни Сербии, то есть территории, находившейся под турецкой властью. Они оказывали разнообразную помощь восставшим, а также принимали беженцев. Позднее при князе Милоше туда отправились многие образованные люди, которые заняли важные посты в школах, административных и культурных учреждениях. Венгерские власти всеми силами пытались превратить Венгерское королевство в национальное государство венгров. С 1830 года венгерский язык получил статус официального. Его употребление стало обязательным в школах и общественной жизни. Такая языковая политика вызвала жесткий отпор со стороны других народов Венгерского королевства, в том числе сербов и хорватов. Революционная волна, прокатившаяся по всей Европе, захлестнула и сербов. Начавшись с мелких крестьянских выступлений против власти монастырей, отпор венгерским властям становился все жестче. Сербы потребовали собственной территории и назначения воеводы. Венгерским властям пришлось уступить. На скупщине, то есть собрании с 1 по 3 мая в Сремских Карловцах было принято решение о создании сербской воеводины на территории Срема, Бараньи, Бачки и Баната и ее полной независимости от Венгрии. Воеводина вступала в союз с триединым королевством Хорватии, Славонии и Далмации. Полковник Стефан Шупликац, находившийся в это время в Италии, провозглашался воеводой, а митрополит Раечич был избран патриархом. Было также сформировано правительство, главный комитет, которое возглавил офицер в отставке Джордже Стратимирович. А местные народные комитеты заменили венгерские и австрийские органы управления. Но императорские власти не признали решение Майской скупщины, а венгерское правительство в ответ начало боевые действия против воеводинских сербов. В июне 1848 года началась сербско-венгерская война. В декабре 1848 года венское правительство все-таки признало решение Майской скупщины. 18 ноября 1849 года император издал указ о создании отдельной территориальной единицы воеводства Сербия и Тамишский Банат. Земли эти теперь подчинялись не Пешту, а Вене. Сербов это не особо обрадовало, так как их требования все-таки не были полностью удовлетворены. Во-первых, воевода не избирался народом. Его функции взял на себя сам император. Во-вторых, провинция была сформирована не на территории, где преобладало сербское население. Границы ее были намного шире, и в состав провинции входили также румыны, которых по численности было даже больше, чем сербов. Таким образом, население провинции было объединено по вере, но не по национальности. И разделял его языковой барьер.
А с 1854 года официальным языком здесь вообще был объявлен немецкий. Такая венская политика привела 27 декабря 1860 года к ликвидации провинции Сербская Воеводина и Темишский Банат. Бачка и Банат вернулись под управление Пешта, а Срем отошел Триединому королевству Хорватии, Славонии и Далмации. Па-па!